Сегодня пойдет речь о наиболее холодоустойчивых красивых растениях, которые украсят ваш участок до самых морозов. Их можно смело назвать настоящей находкой для каждого садовода, так как с их помощью ваш сад будет красиво выглядеть даже глубокой осенью. Ведь их цветение длится по октябрь и даже по ноябрь, а некоторые из них уходят с цветами просто под снег. Мой список растений далеко не полный, и я буду рада, если вы его дополните и посоветуете, какие растения могут долго цвести и красиво выглядеть даже с приходом осенних холодов. Я также буду благодарна всем вашим комментариям и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео. Посадите в своем саду неприхотливые бархатцы. Они не только будут радовать вас яркими цветами все лето и до наступления стойких морозов. Эти полезные растения своим запахом отгонят от грядок и цветников насекомых-вредителей. К тому же их ботвой можно мульчировать и укрывать на зиму многие садовые культуры. К таким же ярким, холодостойким и полезным цветам относится и календула. Цветет она все лето с июня и по ноябрь. К тому же бархатцы и календула являются лекарственными культурами, которые широко используются в народной и официальной медицине. Кстати, на моем канале уже выпущено видео о цветах, которые подходят для посева осенью, сразу в открытый грунт. Посмотреть его можно, перейдя по ссылке в описании под этим роликом. Очень радует меня своим долгим цветением стойкая циния. Ее очаровательные цветы будут уместны на любой клумбе. К ней в компанию можно высадить неприхотливую космею. Это травянистое растение чрезвычайно простое в уходе, я бы сказала, безуходное. Зато космея способна радовать своей ажурной зеленью и яркими цветами с начала лета и до прихода осенних заморозков. Такие же яркие и неприхотливые кустовые георгины, сорта «Веселые ребята». Они имеют самую разнообразную окраску и красиво выглядят до поздней осени. Эффектный остеоспермум также способен выдерживать морозы до минус 5 градусов. Его пышное цветение начинается в июне, а заканчивается аж в ноябре. К тому же это замечательное растение устойчиво к жаре и недлительной засухе. Чуть ли не последними из цветочных клумб уходят стойкий красавец львиный зев, пышно цветущий флокс друмонда и многолетние астры. Последние невероятно обильно цветут и часто красуются своими цветами даже под снегом. К таким же холодостойким красавицам относится хризантема. Ее яркие ароматные цветы, так же как и у астры, особо эффектно и необычно смотрятся под первым выпавшим снегом. Пожалуй, самой морозостойкой культурой, которая способна украсить сад даже в начале зимы, является декоративная капуста или брассика. Об этом красивом и чрезвычайно ярком растении я уже выпускала видео, посмотреть которое можно, перейдя по ссылке в описании под этим роликом. Из красивых садовых лиан ваш сад украсят до прихода устойчивых холодов неприхотливый душистый горошек, который зацветает уже с конца июня. К таким же относится и азарина лазающая. Ее цветы спокойно выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 градусов. Посмотреть о ней полное видео можно, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. К таким же ароматным и неприхотливым цветам относится почвопокровная лабулярия. Ее обильное цветение чем-то напоминает морскую пену. Цветы у лабулярии могут быть чисто белые, розовые, пурпурные и даже фиолетовые. Очень красиво смотрятся ее кустики, высаженные по краю садовых дорожек или в качестве пышного ароматного бордюра в цветниках. Украсить клумбу до глубокой осени может яркая однолетняя красная сальвия и стойкая вербена. Задний план цветника можно красиво оформить с помощью лаватеры и высокорослых кустов метельчатых гортензий. Из последних есть много самых разных сортов, как высокорослых, так и карликовых, высотой до 50 см. Пышные соцветия метельчатой гортензии способны украсить любой сад. Это не только очень красивые, но и зимостойкие растения, которые можно смело выращивать даже в северных регионах.
В этот список холодостойких культур стоит добавить неприхотливый анагалис. Среди его разновидностей есть цветущие красными и ярко-синими цветами. Цветение анагалиса начинается в мае и не прекращается до прихода осенних морозов. Это очень неприхотливое растение, которое станет расти даже в неблагоприятных местах, то есть там, где другие не смогут. Украсит клумбу до холодов пышноцветущая клеома. В этот список стойких культур также вхожи яркий очиток-видный и газания, которая по внешнему виду напоминает то ли яркую ромашку, то ли герберу. Эти растения также будут радовать вас цветением вплоть до прихода холодов, особенно если вы их посадите на открытом солнечном участке. Украсить клумбы в холодное осеннее время могут очаровательные верески. Хоть они и не считаются самыми легкими в уходе, но верески – это настоящие фавориты осеннего сада. Эти красивые растения лучше высаживать на солнечные места и в кислый, питательный грунт с реакцией от 3,5 до 4,5 pH. В противном случае они не только не станут цвести, но и вовсе у вас не приживутся. Хочу также уточнить, для того, чтобы как можно надольше продлить цветение многих из перечисленных мной культур, необходимо вовремя удалять отцветшие соцветия. К тому же не стоит забывать, что все пышноцветущие растения очень благодарно отзываются на своевременную подкормку, хотя большинство из этого списка будут цвести даже без удобрений. Желаю вам самого долгого и незабываемого цветения и легкого ухода. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. До новых встреч на нашем канале.